доброго дня! Сегодня мы с вами по просьбе Екатерины Александровны будем разбираться с чайными грибами. Напиток из чайного гриба богат витаминами группы В и витамином С. Он не только приятный на вкус, но также обладает еще и многими лечебными свойствами, о которых будет написано в описании к видео и закрепленном комментарии. Когда мне принесли одного из них, я тоже немного знала. В интернете нашла рекомендации. 30 грамм заварки, 200-300 грамм сахара на 3 литра воды. Гриб постоянно ворочать и промывать. Несколько моих попыток были не самыми удачными, и в процессе общения с грибом я остановилась на немного другом рецепте. Для заварки я использую вот такой недорогой листовой чай. Он не слишком слабый и не слишком крепкий. Придает напитку из чайного гриба очень приятный вкус. Пробовала заваривать из такого чая. И хоть и сыпала меньше привычной нормы, но заварка все равно получалась слишком крепкой, и все мои грибы окрасились в темный цвет. К счастью, это никак не отразилось на их рабочих качествах, но напиток был с ярко выраженным вкусом крепкого чая. 30 грамм сушеного чая на 3-литровую банку оказалось слишком много, и я остановилась на 2 столовых ложках, что составляет не более 10 граммов. К чаю я добавила 270 грамм сахара, это примерно 1 целый стакан, и еще 1/4. Количество сахара можно немного уменьшить, но чем меньше сахара, тем кислее будет вкус напитка по итогу. С меньшим его количеством по вкусу он будет больше напоминать сухое столовое вино. В моем случае он напоминает лимонад. Все это заливаем 3 литрами кипятка. Я готовлю заварку с вечера. До наступления следующего дня чай хорошо заваривается и остывает до комнатной температуры. Гриб нельзя опускать в горячую заварку, иначе он погибнет. Заварку процеживаем через сито в чистую 3-литровую банку и перекладываем туда чайный гриб, перевернув его на другую сторону. Часто ворочать его совсем не обязательно, как, впрочем, и промывать. Но если все же появилась такая необходимость, то вы можете сделать это, поместив его в сосуд с теплой водой. Банку с грибом накрываем плотной тканью, грибу нужен доступ воздуха. И плотно завязываем резинкой, иначе в ваш гриб залезут все мошки, осы и мухи из близлежащей округи. Готовый напиток я также накрываю крышечкой из ткани и храню в холодильнике. Так меньше шансов, что за время его употребления в вашей банке начнут расти новые чайные грибы. Картонками я помечаю все грибы, чтобы знать, какому из них подошла очередь переселяться в новую чайную заварку. Настаивается гриб примерно неделю, можно и чуть меньше, но желательно не дольше, иначе ваш напиток будет слишком кислым на вкус. Банку с грибом нужно поставить в темное место, но желательно не в шкаф. Там циркуляция воздуха, возможно, будет недостаточной. Удачи вам, Екатерина Александровна, в выращивании вашего чайного гриба, а также всем тем, кто решил к нам, грибникам, присоединиться. Всем всего самого вкусного. До скорой встречи и спасибо за лайк.